Геннадьевич, приветствую вас. Приветствую вас. Сразу по порядку, тем много, все надо успеть обсудить. По возможности заявление главы нашего МИД Сергея Лаврова. В общем-то, встреча делегации России и Соединенных Штатов по вопросу работы посольства пройдет уже 27 февраля в Стамбуле в этот раз. Вот примечательно, знаете, обсудить с вами тему площадок, вот, так сказать, нейтральных стран под возможные переговоры, дискуссии. Сначала был Риад, теперь Стамбул, хотя мы знаем, что Турция вот как бы не старалась, но, знаете, было впечатление, что обойдут ее стороной, но нет. В общем-то, этот этап, эта встреча пройдет, и, на ваш взгляд, будет ли и дальше Турция способствовать таким контактам дипломатическим? Ну, я вам так скажу, что, конечно, по своему предмету и по своему замаху сравнивать встречу в Риаде и встречу в Стамбуле пока не надо. Мы посмотрим по результатам, во-первых. Но я думаю, что ни российская, ни американская сторона, она себя географией не ограничивает. Но я могу сказать, что Стамбул-то возник в самый последний момент. Более того, значит, конец недели, 27-е, так, возник, то есть четверг, возник тоже относительно недавно, потому что если прочитать то, что еще на выходные говорили и американцы на очень высоком уровне, то это был, во-первых, вторник, а во-вторых, это действительно был Риад. Да, поэтому в действительности все-таки еще идет притирка. Идет притирка. Я думаю, что почему еще это не Риад, потому что не согласованы окончательно те вопросы, по которым нужно обязательно встречаться в Риаде, то есть вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом. Ну, мы ж тут люди-то не наивные. Да, а по вопросам посольств можно встретиться, в общем, на любой относительно нейтральной площадке, тем более, что действительно, прямо могу сказать, и это было видно по реакции турецких СМИ, конечно, Эрдоган очень обиделся. Прям вот обиделся. Но здесь еще есть один момент. Все-таки мы видим, что ситуация вокруг Сирии и вокруг Израиля, и вокруг Сирии, это все-таки немножко разные ситуации, но они вот сходятся. Имеют тенденцию к очень большому обострению. Прямо могу сказать, что американцы крайне обеспокоены тем, что ситуация может выйти из-под контроля. До американцев дошло, и это важно, потому что до администрации Байдена это не доходило, несмотря на все попытки им это объяснить. До администрации Трампа дошло, что войну на Ближнем Востоке могут устроить без их ведома. Это для американцев большое открытие, что ее может устроить, она может возникнуть в результате, в том числе, действий третьей силы. Я эту третью силу называю партией хаоса, ее можно по-другому называть, указывать на разные столицы там и так далее. Но американцы очень обеспокоены, по итогу, американцы очень обеспокоены тем, что там сейчас происходит. Обсуждать Ближний Восток без Эрдогана, который является одним из ключевых игроков в вопросе по палестино-израильскому конфликту и ключевым, чтобы кто ни говорил, игроком по Сирии, это, наверное, очень рискованно, скажем так. Поэтому, на мой взгляд, вот так смена площадки, она, конечно, неожиданная, но она вполне логичная. Поэтому, ничего, посмотрим. Другой вопрос. Кто как себя покажет после, да? То есть посмотрели на товарищей в Риаде, никто информацию не сливал, в общем, можно решать дела. Вот я могу сказать, я всегда говорил, это я помню, у нас в эфире говорил, что саудовцы — это самые неболтливые из арабов, они свою репутацию подтвердили. Да, утечки были где угодно, кроме как в Риаде, и, надо сказать, и в Москве их тоже особенно не было. Там были всякие аналитические построения, но утечек как утечек не было. Из Вашингтона, конечно, все-таки, ничего нельзя с ними делать. Вот американцы есть американцы, это там потекло. Но тоже надо отдать должное Рубио. Я связываю это с деятельностью именно госсекретаря нового.
И не надо только искать у меня его личные симпатии к этому человеку, их нет, но тем не менее отдать должное, что гайки он в Госдепартаменте начинает закручивать, да, это факт, потому что вот Хексет в основном рассказывает, как он будет что закручивать, а Рубио не рассказывает, он просто закручивает, потому что уровень скрытности в поведении Государственного департамента, ну вот, считайте, месяц, наверное, еще все-таки не прошло с момента утверждения, окончательного утверждения Рубио, а я вам так скажу, это другой, вот внешне, понятно, что там еще будут чистки и все такое, это другой Госдеп, да? Но раз уж мы упомянули Ближний Восток, я просто хочу вспомнить один момент. Вот вы говорите о переживаниях Соединенных Штатов, но ведь Трамп отменил запрет Байдена на поставку авиабомб Израилю. Но здесь, наверное, все-таки есть такой еще момент, что как бы продолжают все равно накачивать, вкладывать в Израиль, который голландские высоты, между прочим, продолжает удерживать. То есть тут, наверное, вопрос еще на договоренности Турции и Израиля все-таки. Ну, надо сказать, что Израиль уже давно вышел за рамки голландских высот, он создает зону безопасности с фактической мягкой оккупацией южно-сирийских территорий далеко за рамками этой вот ООНовской демилитаризованной зоны по итогам войны 1973 года. Поэтому тут уже не про голландские высоты речь. Это первое. Но Трамп делает то, что он обещал. Он обещал поддержку Израиля. Он это сделает, поэтому здесь никаких удивлений быть не должно. Тем более, что, давайте прямо скажем, что Израиль, конечно, все, что у него было на складах, он, конечно, в войне с Хамас и отчасти с Хезболлой расстрелял. Так, поэтому ее нужно точно восполнять запасы. Это, конечно, то, что поставили при Трампе, это, конечно, так сказать, оружие против бункеров, это не оружие поля боя, поэтому, посмотрим, что будет дальше. Пополнять запасы надо, покупать у кого-то надо. А у кого? Европейцы? Нет. Вот как раз у европейцев... Логичный вывод и напрашивается. Да, подождите, но к европейцам Нетаньяху ход закрыт. Другой вопрос, что там на повестке дня продолжает циркулировать этот вопрос о Ривьере в Газе, да, но я бы не сказал, что это абсолютно ирреальная история. Но, по-моему, как-то немножко перебарщивают наши американские партнеры вот с продавливанием этой истории. Там она становится все более и более сложной. Там, боюсь, что будет не до Ривьеры в Газе. Во всяком случае, в ближайшее время. Ну, вспоминается вот этот ролик, который был опубликован, если не ошибаюсь, даже сегодня. Да, сегодня, ну, я его видел сегодня, так, может быть, он раньше появился. Но вот эти вот два пляжника, так сказать, по-моему, это перебор, потому что там в действительности идет вопрос о таком действительно фундаментальном переформатировании региона, которого, ну, скажем так, не было, во всяком случае, в 20 веке. Ну, наверное, только так называемая первая алия, первое переселение евреев вот на территории только что, так сказать, провозглашенного Израиля, вот это, наверное, тогда можно считать, что это вот тогда было. Но я вам так скажу, вот ситуация на Ближнем Востоке дошла до стадии, когда не только нельзя решить эти проблемы методом нахрапа, а метод нахрапа, который активно использует наш замечательный президент США, вернее, их замечательный президент США, наш замечательный партнер, да, это может быть очень контрпродуктивно, потому что вот именно этот метод нахрапа, он создает вот у тех сил, которые нацелены все-таки на войну, идею о том, что они имеют дело в Америке с людьми, которые не до конца осознают серьезность. А значит, можно немножко вот этот муравейник палочкой-то потыркать. Но, на мой взгляд, там, конечно, все сложновато. Наш замечательный партнер Трамп — это ирония, или вы в полном серьезе? Ну, конечно, на полном серьезе. Ну, как вы меня могли заподозрить в какой-либо иронии по отношению к такому уважаемому человеку? Да, я его помню давно еще. Я еще школьником советским был, в Америку попал. Я рассказываю, по-моему, 5-й раз я попал в Америку, когда он заходил на первый развод. Как я могу к нему относиться несерьезно, да?
Да, что называется, там самым тяжелым был второй развод. Вот первый так прошел, но вот как он заходил на первый развод, как на премьеру в Большом театре, где он балерун. Так вот, это все писали. Так, поэтому, естественно, серьезно. Но, с другой стороны, это же замечательный человек, потому что после такого партнера, как Дональд Трамп, нам больше никакие партнеры просто не страшны. Я вам так скажу. Да, потому что если мы сможем с ним договориться хоть о чем-то, и потом это что-то будет выполнено, да, тогда можно считать, что мы достигли таких высот дипломатии, что мы можем договариваться с инопланетянами. И, кстати говоря, и надо эту функцию на себя и взять от имени человечества. Но здесь справедливо, наверное, было замечено, в том числе и радиослушателями, и комментаторами во всех там возможных социальных сетях относительно новости на работе компаний американских непосредственно на территории России. Сегодня Сергей Лавров также добавил, что возможность предусмотрена на всей территории России в соответствии с Конституцией. Ну и справедливо замечают, мол, у Трампа-то последний срок, а если вдруг потом опять придет какой-нибудь Байден, понятно, Байден уже старший вряд ли, но тем не менее. Вот за время президентства Байдена все рухнуло до нельзя. Вот как вы думаете, насколько это все сейчас с возможным, может быть, временным таким перемирием, как оно отразится в будущем, в дальнейшем? Послушайте, все перемирия временные. Долгий мир, долгий мир — это холодная война. Что такое холодная война? Это долгий мир, да, или глобальное перемирие там с какими-то очаговыми столкновениями. Если мы выйдем на уровень отношений времен холодной войны, это, я считаю, это будет не шаг вперед, это будет прорыв. Теперь две шутки, которые не шутки, а просто новости. Первое, все-таки началась проброс идеи о том, что хорошо бы Дональду Трампу третий срок. Я это чувствовал. Там было два варианта еще до того, как инаугурировался. Значит, первый — до 6 лет увеличить. Второй вариант — третий срок. Значит, до 6 лет я сразу сказал, что этот паровоз не полетит. А третий срок, уже все. Уже начинает обсуждаться не то, нужен ли Трампу третий срок нужен, а то, как бы это юридически обтяпать. Да, второе, я вам так скажу, что ситуация в Америке может развернуться таким образом, если Трамп не добьется в самые ближайшие, я бы сказал, недели. Наверное, это странно будет сейчас звучать, недель 10-12. Время сейчас измеряется не месяцами. Еще не днями, но уже неделями. Вот у нас, если сравнить нынешнюю среду и прошлую, да, понятно, что тут хорошо, что у нас не 2 раза в неделю, потому что, это бессмысленно бы было. А сейчас за неделю понятно, куда все пошло. Да, понятно, что оно пошло не туда, куда все говорили сразу после встречи в Ар-Рияде, потому что там, вы меня извините, но там такие розовые иллюзии были. Вот я так скажу, что это был явный перебор. Так? Но я вам так скажу, ситуация такая в Америке. То есть сейчас он не добьется успеха, а Камала Харрис возьмет себя в руки. Да, я думаю, что все мы поняли, про что я сейчас сказал. Да, она может на следующих выборах в 2028 году его, да, или Венса переиграть. Венса она, скорее всего, переиграет. Так, потому что человек с такой, во-первых, с фантастической памятью, да, человек, за которого пойдут голосовать уже сильно больше, чем за него пошли голосовать в этот раз. Если она сможет взять себя в руки и взять себе нормального вице-президента, а не того, что ей подсунули, и я вам так скажу, у нее очень хороший шанс. И тут вы абсолютно правы. Ситуация в политической системе Соединенных Штатов разрушена до такой степени, что, может быть, в результате этих процессов и третий срок Трампа, и теоретически первый срок вице-президента Венса, да, и
так сказать, победный срок возвращения в Белый дом Камалы Харрис. Может быть, все что угодно. Мы действительно вползаем в ситуацию нарастающей неопределенности американской внутренней политики. И в этих условиях делать какие-то долгосрочные, выстраивать планы на американскую политику внешнюю, ну, я бы так очень аккуратненько сказал, что это так близоруко. Вот мне тут вопрос задали, Камала Харрис возьмет себя в руки и заржет. Мы можем как угодно относиться к смеху Камалы Харрис, хотя многим крупным политическим деятелям в Российской Федерации смех нравился. Да? Но давайте прямо скажем, что она в гораздо большей степени современная Америка, чем Дональд Трамп. Дональд Трамп — это уходящая Америка. Консервативная, старая и так далее. Это Америка Рональда Рейгана. Америка вот этих вот галстуков, да, значит, в полосочку, и твидовых костюмах. Да нет этой Америки уже. Вот Америка Камалы Харрис, Америка иммигрантов первого поколения, которые пробиваются во власть, да, которые идут по трупам, да, у которой нет детей. Ну, то есть приемные есть, а своих нет. Почему? Потому что она всю жизнь делала карьеру. Вот она есть. И ее много. И вот какой Америки больше? Америки Трампа, Америки Венса, да, Америки Камалы Харрис, это еще очень большой вопрос. Я так думаю, что меньше всего Америки Венса. Поэтому в Трампа, по сути, 2 года, чтобы заложить свой фундамент. Да, у Трампа, вот еще раз говорю, 10-12 недель, чтобы заложить свой фундамент. Потом ему нужно построить юридическое обоснование, почему ему еще надо 3-й срок. Не надо забывать, что все-таки он не мальчик, да, и там со здоровьем тоже надо следить. Потому что если мы вспомним, как Байден приходил в Белый дом и как, значит, на инаугурацию, он не очень хорошо выглядел, но он был меняемый человек. Так? Более того, он через полгода после того, как он пришел в Белый дом, Джо Байден, он устроил грандиозный по американским меркам скандал, да, с цифровиками. Тогда июльский конфликт с вот этими маршалами цифровой американской экономики, где он им сказал, он сказал на совещании, не кто-то, что они должны подчиняться американскому законодательству. Вот после этого почему-то он стал быстро дряхлеть. И вот это, конечно, можно тут какие-то соответствия найти и так далее. Да? Каким будет Дональд Трамп с точки зрения физического состояния через 1,5 года? Вы знаете, я нет. Справедливый вопрос. Но я, знаете, обратил внимание, 4 года, а тем более вот 10-12 недель, это вообще кажется катастрофически маленьким сроком для вот такой величины, тем более политической. И сейчас бытует мнение, мне очень понравилось сравнение Дональда Трампа вот с такой, знаете, с испанской корридой, особенно в частности Европы, отношении Европы. Мол, вот, это значит такой разъяренный бык, которого выпустили, но мы все будем сидеть по сторонам, потому что мы знаем, какой финал будет у этой корриды. Мол, 4 года пройдет, и все, и дальше спокойно заживем дальше при демократах. Да, но надо понимать, что... Да, это то, что пишут демократические мейнстримные СМИ. Кстати, аналитики говорят, что вся задача, да, это прожить, пересидеть где-то 4 года. Они говорят, где-то все знают, где пересидеть. В Европе. Более того, использовать европейские институты для того, чтобы финансировать кадры. И USAID, значит, закрыли. Ничего, там есть масса фондов, в которые уже закачали огромные деньги европейские. На эти деньги только раньше содержали европейских всяких журналистов, там, еще кого-то. А сейчас на эти деньги начнут содержать американских. Они начнут получать всякие грантики, заказчики. Причем формально им не надо будет регистрироваться в качестве там иноагентов. Американцев. Там, кстати, законодательство очень жесткое вот по иностранным агентам, прям жесткое. Но там это нормально. Вот они там легко это все проходит. Но они легко могут через евроатлантические институты сделать так, что это будут американские деньги, которые из Америки никуда не уйдут, но тем не менее
Все знают, что нужно опираться на евроатлантические институты, которых в Америке в самой полно, для того, чтобы реконкиста евроатлантистами Америки. Евроатлантистов действительно, вот то, я почти не сомневаюсь, что команда Трампа сможет выгнать вот таких радикальных евроатлантистов из Америки, из американских там, политических институтов первого уровня. Нет у меня сомнений. Да? Но выгонит-то он их куда? В соседнюю тюремную камеру, да, в соседнюю камеру в Евроатлантике. И для них задача вот на основе тех ресурсов, которые у них есть, совершить реконкисту. Так? И это будет, конечно, зрелище. Поэтому Трамп это все понимает. Поэтому он борется не за свое наследство, а за свое наследие. Но он прекрасно понимает, что в той политической системе, которая есть в США, и с той командой, которая есть в США, только он отвернулся. Да? И все заподозрили. Еще этот вице-президент Венс летел, значит, на эту Мюнхенскую конференцию, а уже Трампу настучали, что он может что-то не то там прочесть и начать заигрывать с евроатлантистами. Да, в результате посмотрите, что последнюю неделю говорит и делает Венс. Это потрясающе. Наш вождь, товарищ Трамп, передайте товарищу Трампу, значит, привет от колхозников Оклахомщины. Это прям вот, вообще лепится культ личности Дональда Трампа, глядя на который Иосиф Виссарионович Сталин с удивлением поднимает бровь и говорит, а нет, не перебор ли? Ну, там действительно, вот просто почитайте, что про него говорят. А еще Рубио бы, и то, даже Рубио, такой будет абсолютно циничнейший человек из другой лоббистской группы. Его к Трампу представили присматривать, там, глубинное государство, как мы ее называем, да. Ну, спецслужбист, короче, так, да. И то уже его, и Рубио это захватило. А что, вот посмотрите на Венса, видимо, ему такой выговор по партийной линии влепили за подозрение, он еще ничего не сделал. Там он дал только интервью, там действительно в интервью было, там, европейским, американским журналистам, там было за что зацепиться. Там ну, может, Маск успел свой нейролинк, да, там, я не знаю. Да, и, значит, ему так влетело по партийной линии, что он теперь, значит, при слове Трамп встает. Да, это прям поразительно. Но это же не от хорошей жизни. Этот культ личности Трампа создается не от хорошей жизни. Он создается потому, что Трамп понимает, что никакой институциональной основы нет, да? И ее нет ни для кого, ни для него, ни для какого-то кандидата будущего от демократов. Но разница в том, что кандидат будущего демократ хочет хоть что-то сохранить, а Трамп понимает, что для того, чтобы выжить и сохранить свое наследие, надо прислать человека с кувалдой по имени Илон Маск, чтобы он это все в пыль разрушил. А вот сможет ли он потом что-то создавать? Ой, у меня большой человеческий вопрос. Только уж не с кувалдой, а с бензопилой. Не, бензопила это по другой линии, да. Там все-таки Маск — это кувалда. Но интересно, на самом деле, за этим всем наблюдать, но тем не менее. Сейчас у нас небольшой перерыв на новости. Дмитрий Геннадьевич, вот, знаете, вопрос такой у меня появился. Если Трамп сделал так, что самые близкие к нему даже подчиненные по струнке ходят, к какому выводу мы пришли в первой половине нашего выпуска, то как американский президент может повлиять на страны Североатлантического альянса? Это в тему недавнего заявления финских экспертов местным СМИ о возможности Трампа заставить Финляндию и Швецию покинуть НАТО в угоду России. Ну, значит, я вам так скажу. У себя, конечно, в Соединенных Штатах, в администрации Соединенных Штатов, он, так сказать, строит всех и делает это довольно жестко. Это, конечно, диктатор. Но, вот вы посмотрите, решили, вот нас все время там, Россию, обвиняли в том, что мы куда-то вмешиваемся. Потому что, извините, как американцы пытались вмешиваться в выборы в Германии, но это не в сказке, причем все, причем разные. Начиная от людей, так сказать, евроатлантического плана, и заканчивая Илоном Маском, который там, ну, напрямую, да, Венс там и так далее. Ну, это чистое вмешательство во внутренние дела. Ну, вы меня извините, мы можем занимать любую идеологическую позицию, но то, что США делали в Германии,
так, это вмешательство в выборный процесс. Кстати, вброшу, как думаете, оправдали ожидания прошедшие выборы в Германии? Я думаю, я не могу назвать этот пролет как фанера над Парижем, так, из известной советской формулы, но я думаю, что близко нет. То есть, более того, можно с уверенностью говорить, что в отношении альтернативы для Германии попытка американцев лоббировать, да, эту партию сыграла как раз в минус. Да? Поэтому все возможности Трампа кого-то строить по струнке, они ограничиваются тем пространством, которое он контролирует. Угу. Теперь по поводу Швеции и Финляндии. Здесь есть нюанс. Как и везде. Да, но вот здесь он особенно ярко выражен. Все-таки пути в Североатлантический альянс у этих стран были разные. Финляндия туда рвалась. Вот Финляндию, вся вот постсоветская история Финляндии, вот это был путь, хотя и зигзагами, от нейтралитета к вот вступлению в антироссийский, с антироссийскими целями, в антироссийский альянс. Это была абсолютно продуманная политика, которая, прикрывалась разного рода там, называется, словесной эквилибристикой. Тем более, что, давайте прямо скажем, никакой традиции нейтралитета, ни политического, ни военно-политического у Финляндии вообще-то нет. Угу. Да, нейтралитет обеспечивался поражением Финляндии во-первых, в Первой советско-финской войне, и только вот, опять же, не надо слушать тех, кто рассказывает о том, что поражение потерпел Советский Союз. По-моему, город Выборг именно тогда, да, видимо, в результате поражения Советского Союза стал частью Советского Союза. Но здесь, конечно, и, кажется, в Великую Отечественную войну там тяжелые бои были, но опять было поражение Финляндии. И это, конечно, обеспечивало нейтралитет. У Швеции, конечно, есть традиция нейтралитета. Да, они, конечно, русофобы те еще, будем прямо это говорить. Да, но они политические русофобы, и их, вообще-то, Швецию в этот Североатлантический альянс, да, затолкали. Причем затолкали ее туда американцы. Только хотел спросить, а кто затолкал? Американцы. Не немцы, не французы, не вот там даже и эта англичанка, которая нам все время гадит, особенно, знаете, в подъездах гадит англичанка, прям, спасу от нее нет. Да, и вот у мусорных баков, опять же, вот идешь, смотришь, англичанка, да. Неужели Трамп станет первым за долгое время, кто не гадит в российских подъездах? Нет, он не англичанка, так, да. Я думаю, что уже к Байдену было меньше претензий. Как-то вот у нас зафиксировался Барак Хусейнович Обама, так вот в этом негативном свойстве, хотя, еще раз говорю, я его не очень жалую как политика, но человек он оказался на редкость приличным, так, вот как по человеческим качествам. Да, но британцам вот это, значит, заталкивание Швеции в НАТО мы можем приписать только вот эти совсем, вот если, да, что называется, как и младшим партнерам. Затолкали шведов американцы. Теперь вопрос. А если американцы говорят, это была историческая ошибка, мы вас, как говорится, я тебя породил, да, значит, я тебя и убью. Значит, мы вас туда, значит, затолкали, можно выйти. Вопрос, почему? Потому что в действительности за это время, пока Швеция в НАТО, очень много воды утекло, а еще больше денег. Оборонная структура Швеции, она в действительности, да, она во многом была перестроена на натовские стандарты, на натовскую систему управления. Может ли Швеция выйти? Не знаю. Но в действительности там хотя бы думать об этом будут. Mm-hmm. То есть, если инициатива, что Швеция может выйти из НАТО, будет исходить от Соединенных Штатов, мне, конечно, честно, я вам скажу, мне это представить сложно. Да? Потому что НАТО — это альянс, куда вход 2 рубля, а выход 5. Если кто мне не верит, спросите у генерала де Голля. Да, он выводил, и то ведь он, выведя из военной организации, не смог вывести из политической.
Это большой такой, это все-таки затягивающий механизм. Но в Швеции хотя бы будут думать. Потому что в Швеции есть некая внешнеполитическая рефлексия, если хотите, рефлексия в сфере безопасности. А что будет, если Швецию европейские страны НАТО, вот это евроатлантисты, которые воюют с Соединенными Штатами, затянут в большую провокацию в Балтийском море? Ведь сейчас уже абсолютно очевидно, что Соединенные Штаты скажут, мы здесь ни при чем. Да? А то, что вам русские ответили, и у вас потери, у вас жертвы, у вас утонуло некоторое количество кораблей, ну так вы же сами это все устроили. Мы к этому не имеем отношения. Сейчас это... Ну, я так скажу, у меня ощущение, что так бы поступил бы и Байден, а уж Камала Харрис, прям почти не сомневаюсь, да, но там можно было питать иллюзии. По поводу Трампа здесь даже иллюзий питать не стоит. Насчет нюансов. Помимо экономических, что выход, как правило, дороже, чем вход, специально решил открыть и посмотреть процедуру выхода страны из НАТО. Так вот, согласно статье 13 Североатлантического договора, спустя 20 лет после срока его действия, страна может выйти из него через год после того, как уведомит правительство Соединенных Штатов о расторжении договора. То есть в любом случае это ведь процесс еще и по срокам не такой долгий, как вступление, собственно, в НАТО. Ну, год. Да, они должны уведомить, но надо сказать, что это срок нормальный, но они получают некое скрытое или открытое добро от Соединенных Штатов, они уведомляют Соединенные Штаты, через год они свободны. Да? Но да, вопрос заключается в том, а что они своему общественному мнению, которое продавливали, да, которого просто общественное мнение Швеции, ну, реально, в отличие от Финляндии, подчеркну, было изнасиловано. Да? И что они будут объяснять? Это не шведская политическая элита. Извините, мы ошиблись. Мы думали, будет один президент Соединенных Штатов, стал другой. Мы из-за этого потеряли кучу денег. Мы вынуждены были отправить на Украину, как выяснится, за бесплатно. Да? Потому что, ну, все же понятно, чем дело кончилось. Да? Кучу военной техники. Да, мы опустошили склады, теперь мы вынуждены выйти. Ну, это такое непростое решение. Но еще раз говорю, в Швеции хотя бы будут думать. Угу. В Финляндии думать не будут. Но можно же оправдаться, дабы там не быть экономическими рабами, потому что нам это нецелесообразно, все эти траты за счет того, что мы как страна, там, член НАТО. Тут же можно прогреть. Только вопрос, это не снимает вопроса, чего вы раньше не подумали. А? Но вообще перед Европой, чем дальше, тем больше встанет вопрос. Ну, один вопрос уже встал, и, собственно, поставил его Дональд Трамп, почему мы и обсуждаем вариант выхода, ну, скажем, предложение о выходе Швеции и Финляндии из НАТО, как, ну, я не скажу, что абсолютно реальный, но такой не фантазийный. Так, фантастический, но не фантазийный. Потому что первый вопрос уже поставлен, кто банкет оплачивает. Да. Да? Это ясно совершенно, уже в интернете есть замечательный, так сказать, текст договора между Украиной и Соединенными Штатами по вот этим минеральным ресурсам, которые мы ошибочно называем редкоземами. Да? Но я так понял, что на всех украинских редкоземов не хватит, а уже значительную эту часть захватил Дональд Трамп, потому что там, если вчитаться, то есть если не вчитываться, это 50% входит в США. А если вчитаться, это сцена из замечательного нашего, всем рекомендую посмотреть фильм «Свадьба в Малиновке». Там замечательный раздел имущества, там Папандополу, там с каким-то там бойцом из этого. Это мне, это обратно мне, а это тебе, это мне, это обратно мне и так далее. Это вот Папандополу, это, да простит он меня, это Дональд Трамп, который сказал, ну да, 50%, но у меня 50% будут такими, что по факту они получатся там, процентов под 80, вот это да. Почему? Потому что там есть один пункт, что ресурсы будут, да, так сказать, накопленные в фонде ресурсы будут использованы для восстановления. Кто акционер фонда? Американцы. Как вы думаете, у вас есть фонд, должен выделить деньги и выбрать одно предприятие. Американское, украинского олигарха или итальянского олигарха. Выберите из трех с одного раза, кому пойдут деньги. Дмитрий Геннадьевич,
В таком случае, почему Европа настаивает на том, чтобы отправить свой миротворческий контингент? Ну вот опять же, в контексте редкозема, передела там ресурсов, земель и так далее, всего прочего, почему не развернуться, да, сейчас, как делают нейтральные, да, там, страны в сторону там мирного трека, переговоров и так далее, чтобы хоть как-то себя, да, выставить в лучшем свете, но нет, они, наоборот, продолжают вот эту попытку раскачивания Я ситуации. вам могу ответить на этот вопрос. Я написал несколько постов у себя в Телеграм-канале, можете посмотреть, часть из них в основном, часть в частном, ну, там везде есть ответ. Во-первых, очень простой ответ. А кто они, вот эти европейские евроатлантисты, да, без конфликта на Украине? Ну, вот Трамп без конфликта на Украине, ну, он... Это сейчас в формате персоналей конкретных там политиков, президентов или в рамках государства? Давайте начнем с персоналей. Так, ну ведь нас решают же персоналии. Так, у нас все, вот мы говорили про институты, западный мир институт, оказалось, что западный мир это все-таки персонали, у которых есть определенные свои амбиции и так далее. Но в данном случае особой разницы нет. Ну, что такое Европа без Украины? Вот Америка без Украины. Что, забудем Трампа. Трамп вообще эту Украину знать не знал, и им не интересно. Америка без Украины. Ну да. Значит, куда-то спустили там некоторое количество миллиардов, еще напечатаем, да, а вот Трамп делает так, что хотя бы что-то возвращается. Байден устроил кривую схему помощи Украине, но вот, значит, пришел такой американский богатырь на белом коне, там, мустанге, там, я не знаю, на чоппере каком-то, да, приехал, туча развел руками и хотя бы что-то отбил. Замечательно. Теперь вопрос. Что такое Европа и европейские политики без конфликта, и не подчеркиваю, не без Украины, а без именно конфликта на Украине? Что такое Европа? Конфликт на Украине позволил европейским элитам эту Европу, расползавшуюся, еще в 15-16 году она уже расползалась, консолидировать, построить в шеренге, так? Они в действительности, мы даже не представляем, какой объем взрывного вот этого потенциала своих нациков они утилизировали на Украине. Я думаю, что это мы года через 3 после того, как решим задачи СВО, там начнут всплывать цифры, сколько там в действительности вот этих праворадикальных нациков и какого градуса. Так? Кто они? И им сейчас говорят: ребят, вы потерпели политическое поражение, мы, американцы, к этому не имеем отношения, да, а еще и денег у вас не будет, потому что вы действительно, и чистая правда, это все оформляли как кредит, значит, Байден это все якобы дарил, но мы в основном деньги забрали, может быть, вам чего-то перейдет. И при этом Трампу сделано предложение, от которого вменяемый человек отказывается, вменяемый бизнесмен отказывается только если есть угроза жизни. Это предложение о сотрудничестве по добыче минеральных ресурсов, по производству алюминия, да по всему. Да плюс еще, видимо, что-то по углеводородам, поэтому, так сказать, РИАД. Да, с нашей стороны. Не факт, что Трамп его примет. Так, но это предложение, да, так сказать, будет им отвергнуто, только если он будет понимать, что его вот собираются убить. Это абсолютно. При этом, значит, сколько там реально минеральных ресурсов на Украине, никто не знает. Сильно ясно, что это не 500 миллиардов даже близко, а у нас это все доказано, пожалуйста, хоть в новые регионы. Да? Там же четко президент сказал: нас соглашение Трампа и Зеленского не касается, то есть наших новых воссоединенных, как правильно намного говорить, регионов, так, это не касается. Если вы хотите там добывать минеральные ресурсы и так далее, то милости просим в Москву, мы вам оформим все лицензии при соблюдении российского законодательства. Но это великолепное предложение. Теперь вопрос: а европейцам что-то подобное кто-то сделал? Нет. Интересно, почему? Потому что их не считают за серьезных партнеров. Стабильных и самостоятельных. Конечно.
Потому что все, вот их война с Трампом, их полемика, их там, я, значит, не позволю вам, там, вот это, да, это же не проявление суверенности, это проявление того, что их не устраивает Трамп как сюзерен. Байден устраивал, а Трамп не устраивает. Это просто борьба, ну, вернее так, участие в борьбе за смену президента Соединенных Штатов в надежде, да, затянуть Трампа в ситуацию, когда он вынужден будет молча или не молча согласиться с отправкой миротворцев, то есть боевых подразделений. Но тут тоже есть опять нюансы пошли. Значит, Трамп там, значит, нашим, вашим, договаривайтесь с Москвой. Молодец. Вот все-таки у него вот это чутье есть, что он в эту дырку не полез. И второе, конечно, Макрон хочет быть Наполеоном, но не доходя до Бородино. То есть, грубо говоря, это где-то вот ввести, где-нибудь в хороших таких вот бывших польских городах на Западной Украине. А главное еще с Москвой договориться, чтобы вот конкретно, где французы не бомбили, а то вдруг разбегутся. Да, тоже есть такая, так сказать, угроза. Поэтому там все очень сложно. Но все они выигрывают время. Они все обуяны идеей, что нужно пересидеть 4 года. Опять вам могу повторить. И вторая идея, которая у них в голове, что летом, самое позднее осенью, если не будет каких-то кризисных всплесков в мировой экономике, начнется экономический рост. Это не я придумал, я не экономист. Это есть много людей, которые это наблюдали, начиная, кстати говоря, с Михаила Леонидовича Хазина, который, это надо ему отдать, это первый он сказал про это, но это уже повторили многие экономисты. И действительно, в западном экономическом мейнстриме это навязчивая идея, что экономический рост вот-вот начнется, его главное сейчас не спугнуть. Да? Вот это их идея. И они на этом экономическом росте скажут, скрипач не нужен, то есть Трамп, спасибо, дорогой, да, ты тут, значит, со всеми намирился, а теперь иди, значит, отдыхай, там мы тебя даже не посадим. Ну, а пока Трамп говорит свысока, у нас газ, а у вас в отношении Европы. Пока вот так получается. Поэтому вот здесь никакой борьбы за суверенность европейских стран нет близко. Да, Бородино, Макрон, наш слушатель пишет, может, и хочет, французы не уверены, что выиграли тогда, вот Березины не хочется. Не, французы, давайте прямо говорить, уверены, что они тогда выиграли, но наиболее знающие, что такие вот говорят, что ну, мы, конечно, выиграли, да, ну, конечно, на соплях. Ну, на соплях там такая была ничья, не совсем в нашу русскую пользу, если говорить, так сказать, потому что если бы была ничья в нашу пользу, да, мы бы до Москвы, наверное, отступать бы не стали. Ну, это мои комментарии. Но Макрон, он человек недальновидный. И он допустил катастрофические ошибки именно из недальновидности. Он живет в пиаре. Но любой человек, который живет пиаром, это все очень заметно. Он всегда хитрый. Но такая величина, как президент, разве может жить только одним пиаром, не глядя на хотя бы какую-то перспективу? Может. Это Трамп первого срока. Трамп стал таким Трампом, который сейчас, который видит перспективу, ну или, во всяком случае, пытается глядеть в перспективу. Он ведь получился только потому, что его вынесли, и довольно так жестко из Белого дома. Если бы Трамп был избран на второй срок тогда, это мне сложно представить, при каких условиях это бы было, вот он был бы Макроном. Это был бы Макрон, который бы пиарился еще 4 года и уехал бы себе в поместье. Да, только Макрона уже никто не выберет. Макрона уже никто не выберет, но тем не менее он хитрый. Но если Трамп считает, что у него может быть 3-й срок, почему это не может делать Макрон? У него, по-моему, там какой-то, там тоже какой-то... Вот меня про Францию не спрашивайте, я вот это дело не понимаю. Но почему так не может думать Макрон? Хотя я так скажу, что более унизительных мизансцен, как Трамп выстроил, он выстроил это. Это четко совершенно вот визит Макрона в Соединенные Штаты, это абсолютно четко выстроенные мизансцены со стороны Трампа.
более унизительных мизансцен не было ни с кем. Я думаю, тут важно напомнить нашим радиослушателям о том, что Трамп же вообще даже не вышел встречать его, собственно, когда он приехал. Абсолютно. Он не вышел встречать. Он его посадил не на приставной стол, как это делается, а там прям сбоку за какую-то табуретку. Вообще это, конечно, вот и было видно, что у них друг другу, да, как говорится, личная неприязнь. Вот, поэтому это когда-нибудь сыграет. Но если так подытожить, жизнеспособность Европы сейчас зависит от конфликта на Украине, от продолжения конфликта на Украине. Вот именно как такой целостной структуры. Да, и ее статус в мире. Угу. Европейцы, вот очень хороший вопрос, вы уточнение мне задали. Европейцы, что могут они продавать вот как геополитический элемент, как вот, что называется, свою геополитическую точку силы? Вот если посмотреть, что они делают. Даже хитрейший, видимо, вот этот дальновидный человек, это Урсула фон дер Ляйен. Это действительно сильный политик. Но они же продают конфликт на Украине. Себя в конфликте на Украине. Да? Конфликт Украины без себя, что будет, если нас не будет? Экономику как элемент конфликта на Украине. Но они его продают, потому что пока Европе продавать особенно нечего. Может быть, когда-то будет. Но без конфликта на Украине все может посыпаться и посыпаться внутри крупнейших европейских стран. Я думаю, что и политическая ситуация в Германии будет другой. И вот эта идея консолидирующей роли наднациональных европейских структур уже не будет проходить вот так просто. Поэтому, да. А для Трампа, есть конфликт на Украине. У него главный конфликт с Китаем, он это уже заявил. Да. Но если консолидация себя, мягко, наверное, скажем, не оправдала, она не провоцирует ли сейчас вот приход как раз-таки правых сил, несмотря на то, что вы говорили, чистки были? Где конкретно правые силы сейчас могут прийти к власти? Где они могли прийти к власти в Европе, они уже пришли. Так, во всех остальных местах политическая ситуация такая, что без кризиса, без встряски вот этой вот европейского болота, они просто к власти не придут. На этой ноте заканчиваем. Дмитрий Евстафьев.